Цвет на самом деле очень мистическая, магическая штука. И он нас с вами окружает постоянно, всегда. Более того, очень сильно на нас влияет, мы влияем на него, и фактически он формирует все, что нас с вами окружает, потому что мы, я думаю, 90% окружающего мира познаем с помощью зрения. Собственно, что такое медиа? Мы все с вами уже, большинство из вас, смотрим на айпады, айфоны, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, телевизор по-прежнему смотрим. И, я надеюсь, все уже догадались, что неважно, в какой экран вы смотрите медиа. Вы смотрите структурированный контент, который кто-то для вас подготовил, собственно, и зачем-то он это сделал. Эпиграфом я взял цитату из Гёте. Собственно, кроме Фауста, он написал еще удивительную теорию цвета. Я уверен, что многие из вас ее не читали. А тем не менее, Германия XIX века – это была та, собственно, территория, та область, где люди очень всерьез занимались теорией античной мысли, продолжением того, что делалось раньше. Я взял эту картиночку, я не знаю, как на проекторе ее смотреть. Если смотреть близко в монитор компьютера или там еще что-то, вы понимаете, что вы не совсем руководите своими глазами. То есть ваше восприятие несколько вас подводит. Или какие-нибудь такие, да? Все из вас видели картинки оп-арт, такие штуки, при которых у вас начинает рябить в глазах. Собственно, еще древние греки обратили внимание, что, собственно, система восприятия цвета, образов как-то очень сложно устроена. И первым человеком, который это описал, собственно, и догадался о том, что зрительное ощущение возникает от атомов света, которые попадают в глазное яблоко, был Демокрит. Это было в V веке до нашей эры. Это был первый человек, который, собственно, это записал. Мы об этом точно знаем. Были потом еще масса умных, талантливых людей, причем там были очень интересные арабские ученые. Я уже не стал всех перечислять, потому что получится совсем научная лекция. Один из, корифеев Леонардо да Винчи, он тоже увлекался зрением, очень любил, как Бунюэль, резать глазные яблоки. И он, собственно, узнал о том, что яблоко глазное устроено так же, как камера обскура. Там, через хрусталик проходит свет, переворачивается на глазном дне. Мы видим, то есть мы с вами все воспринимаем перевернутое изображение, а потом в мозгу его обратно переворачиваем. Собственно, и ученые в 19-20 веке доказали, что, выяснили, я не знаю, убедились, что, в принципе, все мы с вами разные, и большинство из вас по-разному воспринимает одни и те же физические и оптические явления. Более того, из мужчин 10% дальтоники, они неадекватно воспринимают цвета. У женщин всего 1% дальтоников. То есть дальтонизм – это мужская болезнь. Как есть люди, которые чувствуют звук, у которых есть абсолютный слух. Есть люди, у которых есть абсолютный голос. Есть люди, у которых абсолютное зрение. Те, которые знают, чувствуют оттенки. Я обожаю этих людей, это цветокорректоры, которые сидят на цветокоррекции и красят картинку. Это люди от Бога, то есть, которые чувствуют эту картинку, они это видят. То есть, это такие нюансы, которые мы с вами, простые смертные, не замечаем, а он, обладая именно от природы физическими данными, знаете, как эфиопские бегуны, которые могут бегать 50 километров и не задыхаются. Они, цветокорректоры или художники с тонким чутьем, они чувствуют те оттенки цвета, которые мы с вами не замечаем. Это 7 драматических контрастов, по-киношному конфликтов, которые мы с вами каждый день, каждую секунду, каждое мгновение переживаем для того, чтобы воспринять свет.
Это контраст цветовых сопоставлений, контраст светлого и темного, контраст холодного, теплого, контраст дополнительных цветов. Симультатный контраст – это контраст, когда два цвета встречаются, пересекаются, возникает третий цвет. Контраст цветовой насыщенности, вот как на плазме, вот одной цвет, тут другой. Контраст цветового распространения. То есть все, вот видите, как бы все это описано, причем описано еще древними греками. Это же они 7 нот придумали, 7 муз, 7 вот этих вот штук. И вот, собственно, и они же и задумались о гармонии сфер. Еще Аристотель как бы говорил о том, что движение рождает гармонию. Собственно, вот такая интересная у него была история. И, собственно, об этом задумывался Гёте уже в XIX веке, когда писал свою теорию цвета. Он написал эту теорию. Другой парень, немец, Вагнер, страшный человек, которого многие боятся играть, но тем не менее он сделал фактически основу того, что стало массовой культурой в нашем 20-21 веке. Это синтез искусств. То есть когда одновременно звук, свет, архитектура, композиция, режиссура и так далее, все работает на самую главную идею единства форм всех искусств. То есть так себе видел Вагнер. Он был и композитором, и режиссером, и архитектором, и сценографом, ну, в общем, деспотом, тираном и демиургом, который, ну, собственно, творил вот эти, как бы, новую музыку. Я не берусь сейчас вот после бессонной ночи произнести это немецкое слово. Не буду. Ну, в общем, это объединенное искусство. Как бы то, что провозгласил Вагнер, и то, чем мы с вами фактически все вместе занимаемся, потому что плод любой творческого решения, которое мы с вами выдаем на гора, всегда является плодом коллективного творчества. Причем без как бы всех звеньев одной цепи невозможно получить конечный результат. Я обращаю внимание, когда Вагнер это писал, придумывал, еще не было кино. А фактически кинофильмы – это то, чем мы с вами занимаемся. Там есть и сценарий, там есть и режиссура, там есть и музыка, там есть художники, там есть актеры, там есть ситуации, там есть контекст. И все это должно работать на конечный результат. В маленькой форме это какие-нибудь музыкальные клипы или, в конце концов, даже новости телеканала. Это все то же самое, неважно. Рекламный ролик этой сессии – это все то же самое. То есть все работает на результат, и все это делал не один человек, а несколько. Это небольшой тизер дальнейшей лекции. Кто-нибудь узнает эти картинки? Где вы их видели? Поехали дальше. Это «Сток сена», картина Клода Моне, которая приехала в рамках выставки, которую устраивал импрессионистам наш меценат Третьяков здесь, в Москве. И эта картина повлияла на развитие всей культуры, я считаю, 20 века, и всей русской культуры в том числе, немецкой культуры, всей современной культуры и теории живописи и цвета в том числе. По одной простой причине. Туда зашел Василий Васильевич Кандинский в возрасте 30 лет, не обладая художественным образованием, увидел эту картину и понял, что больше он ничем не может в жизни заниматься, кроме как живописью. И после встречи с этой картиной, с этими стогами сена, он понял, что он будет художником. И он стал одним из величайших теоретиков, собственно, нового искусства в 20 веке. Давайте посмотрим музыку, точнее видео, и включим лаунж-музыку, потому что музыка не играет. Это, собственно, он. Музыки не будет, да, извините, да, я забыл. Я могу спеть. Ну, собственно, для того, чтобы понять, что такое Кандинский, что такое русский авангард, что такое модернизм и абстракционизм, то есть он
один из основных теоретиков абстракционизма в 20 веке, нужно понять о том, что происходило вообще в принципе. Все свои работы Кандинский, который продолжал свое творчество, то есть, соответственно, он родился в Москве, учился в Одессе, потом преподавал в Тарту, потом опять в Москве, потом он переехал в Германию и, в принципе, уже в Мюнхене был одним из организаторов общества «Синяя лошадь». После этого, ну, как бы все творческие ходы, решения и так далее уже происходили там, в Германии. То есть он стал частью, ну, как бы он впитал большую, как бы, часть именно немецкой философии, веймарской школы и стал последующей частью Баухауса, который, собственно, родился уже в 19 году. И там он начал преподавать именно цвет, то есть теорию цвета. Потому что в Баухаусе было то, это, ну, как бы это он сам. Это его работа, все его абстрактные композиции. Я просто не показываю все, я как бы вас погружаю в контекст для того, чтобы подойти к основной теме. Это, ну, собственно, его как бы публикации, то, как это выглядело. То есть я не хочу вам сейчас все рассказать про теорию Кандинского, я хочу, чтобы вы полезли в интернет, взяли книжку, почитали, узнали бы об этом и попробовали понять, о чем идет речь. Баухаус. Единство всех форм. Но только тут написано искусство, они говорили ремесел. Они говорили, что искусства нет, есть ремесло. Мы все художники-конструкторы. Мы конструируем театр, мы конструируем мебель, мы конструируем пространство для жилья. Поэтому текст, музыка, изображение, пространство и контекст – все работает на человека, для человека. И художественный образ, собственно, это уже вторично. Оно вытекает из, собственно, содержательного послания. Это, собственно, дополнительные цвета и цветовая схема, которую Кандинский, ну, собственно, брал за основу и преподавал ее как бы основные цвета хроматические. Как ни странно, во Вхут-и-Масе, который, собственно, находился здесь, в Москве, люди знали об этом. Потому что, ну, собственно, у нас была очень взаимообогащающаяся в тот момент культура. Но откатимся буквально на 9 лет назад. В 1910 году Александр Николаевич Скрябин, великий русский композитор, впервые в истории сделал партитуру, написал партитуру, в которой сразу указывал раскладку своих клавиш рояля, своих нот по цветам. То есть он фактически написал оперу с цветомузыкой. То есть это, собственно, он и есть родоначальник цветомузыки. Вот там ссылочка, я не смог ее сделать кликабельной, если мы сейчас попробуем. Это опера «Прометей», которая, к сожалению, партитура сгорела. И ее не записали, ну, как бы на тот момент никто не мог это записать, началась Первая мировая война. И после этого эту оперу много раз играли. Более того, Эйзенштейн, вдохновившись этим опытом, ставил оперу Вагнера в 1940 году со светомузыкой, как режиссер-постановщик. Да, поехали. Ну вот как бы только чуть-чуть промотать. – 1910 год. Прошу обратить внимание. Если бы свет потушить здесь, было бы вообще отлично. Вот эти вот фонари линейчику. Спасибо. То есть с нашей точки зрения сейчас, как бы нас, посмотревших концерты Рианны, Стинга, Роллинг Стоунс и так далее, ничего выдающегося не происходит. А теперь отмотайте ровно 100 лет назад. И поймите, что это было задумано, придумано и реализовано в 1910 году. Здесь, в России, Скрябиным. Поехали дальше. Меня это почему-то завораживает.
Ну, то есть меня это не оставляет равнодушным, потому что я хочу понять, как они дошли до этого. Ну, то есть потому что контекст, в котором они находились, был несколько иным. У него усы почти как у меня, или у меня почти как у него, но мы в 100 лет разницы, 104 года. Но как бы если далеко не ходить, как бы все помнят о том, что телевидение придумано здесь, в России, в Петербурге. Причем там очень смешная история, там есть 3 человека, которые его придумали. Это 2, один русский, другой немец, третий армянин. Армянин придумал цветное. Серьезно, запатентовал даже. Значит, но тем не менее, первая трансляция цветного телевидения произошла в Америке в 1928 году. Наши ребята работали еще до 2014 года. Но потом война, революция, все туда, все расползлось, в общем, знания ушли туда. И, в общем, передача состоялась 3 июля 1928 года в Глазго и, собственно, была механическим телевидением. Механический способ передачи цветного сигнала вы можете посмотреть в проекторах. Вы все видели проекторы или фильмоскопы? Там вот есть такая штучка, она так крутится, и, собственно, лучик смешивается и получается, собственно, тем цветным телевидением, которое мы видим. Это был первое. Первая трансляция уже на массовую многомиллионную аудиторию прошла в 1940 году каналом CBS. Собственно, тогда же и был придуман формат NTSC, да, все правильно. Формат NTSC очень удобный, потому что он лег на тот же самый формат, на те же самые приемники, которые до этого были черно-белыми. То есть, как бы, вот дальше начинается физика, электрика, в общем, мы туда не забираемся. Но в 1953 году Англия и Франция ответили супостатом запуском своих форматов. Соответственно, Британия — это PAL, Франция — это SICAM. Самое интересное, что французы SICAM разрабатывали вместе с Советским Союзом. То есть мы одновременно вписались, значит, в эту гонку, и SICAM делали сразу с Францией. Причем как бы первый SICAM не получился, поэтому сразу запустился второй, ну, потому что мы всегда так делаем. В общем, ну, как бы, тем не менее, этот SICAM номер 3 уже по счету дожил до сегодняшнего дня, и на этом формате вещает, ну, подавляющее большинство российского телевидения. До появления формата Full HD. Собственно, формат Full HD появился в 1992 году, но, как вы знаете, на российском телевидении Первый канал объявил о том, что он переходит на Full HD года 2-3 назад, все остальные до сих пор как-то постепенно еще не перешли. Но на самом деле мир не стоит на месте, и у вас, у всех, у кого есть модные смартфоны, у вас уже разрешение больше, чем Full HD. То есть, если вы посмотрите, вот там вот VSD написано, это 1976 год, это на самом деле ВХС. Помните кассеты ВХС, которые были? Вот такая картинка в пикселах получается с кассеты ВХС. Вот там вот синенькая картинка, это DVD вот такого размера. В 2003 году появился формат 720, вот этот вот, на 1800. Потом появился 2К, чуть больше, потом 4К. Ну, собственно, то сейчас вот все камеры уже начинают снимать 4К, и это уже как бы общее место. Поэтому вместо там 500 гигабайт у нас сразу 10 терабайт. На ровном месте того же материала, который нигде невозможно показывать. И уже, я прошу прощения, но в этом году весной, например, оператор Триколор помпезно представил канал, который вещает в формате 4К. Ой, извините, 6К. Они показывали, ну, то есть я на этой презентации был, там были плазмы, которые, ну, с меня ростом. И на них показывается один фильм, который сняли в этом формате. Там видно людей, ну, то есть с вертолета съемка города прибрежного итальянского. Там люди в окнах. И ты смотришь на панораму города, видишь человечка в окне и видишь даже то, что у него в квартире происходит. То есть это такая четкость, которую вы своим обычным зрением, то, с чего мы начали, сделать не можете. Вы это можете делать только если будете смотреть в подзорную трубу. А это телевидение, вот как бы такое развлечение,
собственно, предлагает вам совершенно необычайный способ познания мира, тот, который вы обычными глазами не реализуете. В общем, что же будет дальше-то? Какие форматы? Вы думаете, этот человек знает? Или они знают, что они делают? Нет, это как гонка вооружения. Они будут повышать и повышать, потому что нужны продажи. То есть у тебя 4К, ты лузер, значит, покупаешь 6К. У тебя камера, которая снимает еще Full HD, ну ты вообще отстой, ну то есть с тобой не будут работать. У тебя нету компьютера, который монтирует 6К. Все, на свалку история. Ну, в общем, как бы этот парень, наверное, знает. Ну, как бы у него нет компьютера и, наверное, даже WhatsApp. Ну, как бы вот эти девчонки на похоронах. Ну, как бы тоже вот интересный момент, мы начали про цвет говорить. Общепринято, что цвет белый в нашей традиции, в нашей культурной программе – это цвет радости, чистоты, обновления счастья. Здесь девушки на похоронах. Это праздник. Наверное. А у них похороны? Просто дождь пошел. Как бы это ничего не значит. Просто, к сожалению или к счастью, семантика, которой мы нагружаем цвет, тот или другой, почти ничего не значит. То есть у нас с одной стороны инструмент претерпел колоссальный скачок, колоссальные изменения. Каждый из вас может снять кино разрешением, которое не мог себе позволить высококлассный режиссер и оператор каких-нибудь 10 лет назад. Вы достали телефон, сняли, это вот эта картинка может показывать на плазме 4К. Что это дает? Да ровным счетом ничего. Вы просто как бы участвуете в гонке вооружений и технологий. Что показывать? Как показывать? Что снимать, что говорить и так далее. То есть в этой пене, в этом хаосе, который возникает, все равно остаются все те же самые вопросы, которые были изначально. Движение порождает гармонию с точки зрения Аристотеля. Или хаос с точки зрения Платона. Соответственно, черные зонты на улицах, это для нас это совершенно не траур, с одной стороны, это будний день. Но как бы все зависит от точки зрения и контекста, в котором мы находимся, это смотрим. Обложка афиши. Чего может быть проще? Она практически как матрас на телевизионном экране. Но все зависит от контекста. В тот момент, когда ее публиковали, это прям вызов, это прям ого-го, это мы ух, Эвана как, да? И все мне, молодцы, всем показали. Тут практически то же самое. Нет? Кто-то ого-го сказал? Да нет, все нормально. А что поменялось? Цвета те же самые. То есть все зависит от контекста, композиции, смысла и знака. Что тут случилось такого? Но ситуативно, вот, ну, собственно, знаком, жестом мы понимаем, что случилась катастрофа, покусились на сакральное, обманули, обидели, наказать, сильно наказать, всех поймать. Но потому что цвет в нашей ситуации, в нашем обществе, когда у нас телевизор разрешением 6К, терабайтные диски, камеры размером с наперсток, флешки, там, я не знаю, размером с пломбу, вдруг стало все иметь гипербольшое значение, вещи, на которых мы вообще не обращаем внимания. Ты в голубой майке пришел, Боже. Или ты в черном и лысый, ты, наверное, черносотенец. Или ваххабит, да? Ну, как бы, одно из двух, борода же есть. Ну, собственно, мы начинаем играть в солдатиков. Вы знаете, почему у солдат разноцветные мундиры? Правильно, когда дым пушек, горнил
и Наполеон или Багратион сидит, понимаешь, на редуте, и в километре не видно, что это там за массы бегают. Надо ж точно знать, куда как бы бить. Поэтому все в цветах. То есть это даже вот, собственно, цвета в обратную сторону, так это уже какие-то рыцарские турниры, это глубокое средневековье, это у нас уже гербы, у каждого на щите свой, и не дай бог на этот щит что-то нарисовать. Вы понимаете, что это сакральное? Это вот, ну как бы вот на такой знак нарисовать. То есть цвет, как у футбольных болельщиков, это же все катастрофа. У меня бело-голубой шарф, я этот самый мешок, у меня красно-белый, я мясо, там этот самый, как вот ЦСКА, там кони и так далее. То есть это все очень принципиально. Люди за это жизнь отдают, за цвет. То есть как важно его правильно передать, если вы работаете в индустрии, в которой важно передавать правильно цвета, чтобы в разрешении 6К тот самый цвет был правильным, и чтобы его правильно передали по главным новостям, чтобы все было красиво, правдиво, очевидно, доступно, отформатировано. Но, собственно, и таких новостей у нас, в общем, полно. Вот примерно об этом мы думаем, когда делаем логотипы телевизионных каналов и занимаемся их брендингом. Потому что у каждого, вот знаете, как это пословица, каждый охотник желает знать, где сидит павлин. Это, собственно, цвета российского телевидения. То есть у каждого канала есть свой цвет. Желтенький, оранжевенький, красненький, зелененький, синенький, золотенький, еще какой-нибудь. А когда начинается смешение, как бы непонятно, ребята уже не понимают, как бы куда деваться. Но, в общем, все идет по кругу. Я думаю, вопросы, которые были у человечества там, я не знаю, в V веке до нашей эры, остались примерно те же самыми о форме образования. Ну, то есть, если со структурой глазного дна мы уже более-менее что-то понимаем, то с тем, как красить и в какой цвет, где именно и в какой момент, еще не все догадываются. Поэтому я думаю, что все у нас получится. И главное, знать свою профессию на отлично. Читайте литературу, изучайте теорию, смотрите, что сделали до нас очень умные, талантливые люди. Потому что все, чем мы занимаемся, фактически родом оттуда. То есть они все уже об этом думали, все уже об этом помнили, и, в общем, нам по каким-то причинам не совсем доступно передали, поэтому мы должны это все узнавать.